Ворота с хриплым металлическим скрежетом нехотя отворились, и Мария Степановна даже отпрянула, будто этот звук принадлежал не старой калитке, а чему-то живому, недовольному, что его потревожили. Запах затхлого дерева и старой пыли ударил в нос. Она стояла в проеме и несколько секунд не решалась переступить порог. Давно здесь не была, в этом полутемном сарае, где некогда хранились лопаты, грабли и банки с заготовками. С тех пор, как спина начала болеть и колени к вечеру ныли так, что подниматься с лавки было испытанием, Мария забросила огород. Половину инструментов раздарила соседям, остальное заржавело и покрылось паутиной. Сегодня она пришла сюда только за одной вещью — за лопатой. Нашла ее в дальнем углу, словно та ждала свою хозяйку все эти годы. Выйдя во двор, Мария задержала взгляд на сером заборе, покосившейся калитке и бурьяне, что пробивался из-под глины. Она решила перерыть весь двор. Не ради урожая и даже не ради цветов. Причину знала только она. Начнет с правого угла у забора, пойдет ровными полосами, чтобы ни одного клочка земли не пропустить. Но едва она успела сделать первую неглубокую ямку, как заскрипела калитка. «Здравствуйте, тетя Маша», — раздалось весело. Сосед Володя, молодой, жилистый, с вечно загорелым лицом, стоял у калитки. «Что-то вы уже неделю за молоком не заходите, я уж переживать начал», — продолжил Володя. «Пенсию задерживают, вот и не прихожу», — ответила она, смахивая землю с ладоней. Володя перевел взгляд на лопату и землю, уже разрытую возле забора. «Так, вы цветы сажаете?» «Возле забора хочу, чтобы глаз радовался», — коротко сказала Мария. Володя удивился. Место-то было совсем неприглядным, солнце сюда почти не доходило. Но он промолчал, только кивнул и пошел домой. Через пару дней он снова зашел, с молоком, уже в подарок. Пока Мария переливала его в банку, он заметил, что ям стало больше, но цветов нигде не было. Володя вспомнил свою мать, которая на старости лет стала вести себя странно, и тревога поселилась у него в душе. Тем более, что месяц назад Мария похоронила мужа, с которым вместе прожила 52 года. Вечером он рассказал все жене Ларисе. Та нахмурилась. Надо приглядывать за ней. Старость? Дело такое. Да и одна она совсем. Мария быстро поняла, что соседи что-то заподозрили, и стала копать по ночам. Однажды Володя, проснувшись среди ночи, вышел на крыльцо. Воздух был густой и прохладный, а из соседнего двора доносились странные звуки. В свете тусклой лампочки он увидел, как Мария в стареньком платке и длинной кофте, сгорбившись, вонзает лопату в землю. Утром он зашел к ней. «Тетя Маш, чего вы ночью землю роете?» «Спать не могла. Вот и вышла, подышала», — отмахнулась она. Но глаза ее блеснули, и вдруг она сказала тихо, почти шепотом: «Перед смертью Федор сказал, что 50 лет назад закопал нашего Павлика во дворе. Я хочу найти его, похоронить по-человечески». Володя почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он знал, что в их поселке когда-то пропал младенец, но не мог поверить, что все это время он был так близко. Он собрал еще 3 мужиков, и они начали помогать Марии. Земля была твердой, с камнями и корнями. Антон, молодой парень, которого отец отправил вместо себя, быстро устал. С досадой пнув лопату, он задел что-то металлическое. «Эй, тут что-то есть!» — крикнул он. Они стали копать все вместе. Через несколько минут из земли показался ржавый сундук. Открыть его удалось с трудом. Петли заржавели. Внутри лежали маленькие рубашки, штанишки, машинка на веревочке и пижама в голубую полоску. Мария опустилась на колени и прижала пижаму к груди. Слезы лились по ее лицу, и никто из мужиков не смог сказать ни слова. Теперь уже никто не сомневался, что она говорила правду. Дальнейшие раскопки шли неделями,
но останков так и не нашли. Мария не спала ночами, носила при себе ту самую пижаму, разговаривала с ней, как с живым ребенком. Володя понял, так она себя изведет. Он придумал отвезти ее в город якобы за инструментами, а на самом деле к известному психиатру Алексею Сергеевичу. Алексей был человеком внимательным и вежливым. Выслушав Марию, он убедился, что рассудок у нее ясен. Но история зацепила его. Оказалось, что его мать когда-то жила в тех краях. Услышав имя пациентки, мать Алексея побледнела, долго молчала, а потом дала сыну адрес женщины, которая могла знать правду. На следующий день Алексей повез Марию в соседний район, в дом с зелеными ставнями и покосившимся крыльцом. Хозяйка, пожилая женщина по имени Ирина, увидев гостью, замерла. «Маша, ты совсем не изменилась в глазах». Мария Степановна не узнала ее, пока Ирина не достала старую фотографию, где они обе были молодыми. «В ту ночь я видела, как Федор вынес Павлика во двор», — тихо сказала Ирина. «Он был пьян. Кинул в яму и ушел. Я подбежала, а он дышит. Я забрала его и уехала в другой поселок. Воспитала как своего сына. Зовут его теперь Максим». Мария схватилась за сердце. А в этот момент за ее спиной раздался мужской голос. «Мама?» Она обернулась и увидела высокого мужчину с усталыми, но родными глазами. Бросилась к нему, прижимая к себе, плакала, как ребенок. Максим захотел вернуться с матерью в ее дом. Но, подъехав, они увидели на калитке амбарный замок и чужую машину. Хозяин заявил, что купил дом у Антона по документам. Оказалось, тот с друзьями подделал бумаги и продал жилье, считая, что Мария Степановна сошла с ума. Алексей, у которого были связи, вмешался. Покупатель, смущенный и уже понимающий, что вляпался, вернул ключи и оставил Марии деньги в качестве извинения. Антона не сдали в полицию, но предупредили. Второго шанса не будет. Прошло 3 месяца. Мария и Максим восстановили двор, починили забор, перекопали огород, посадили яблони. Старушка словно помолодела, ходила легкой походкой, а глаза ее светились. Ирина часто приезжала в гости, и Мария давно ее простила. Алексей тоже навещал, а его мать вернулась жить поближе к родной земле. Соседи, когда-то считавшие Марию безумной, теперь гордились, что стали свидетелями чудесного воссоединения. И каждый раз, проходя мимо ее двора, слышали веселый смех, тот самый, которого не было здесь полвека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории, расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.